Поздний летний вечер. Глаза различают только небольшие конусообразные участки узких дорожек под фонарями, чей свет отдает уютной желтизной. Иногда этот цвет режет глаза, но сейчас лишь заставляет восторженно вздохнуть, поражаясь количеству жучков, что на него клюнули. Они кружат и кружат вокруг искусственного светила, что спутались с солнцем. Хочется верить, что комаров тоже отвлечет свет, только вскакивающие то на руках, то на ногах красноватые горочки, что уже начинают потихоньку зудеть, надежды не прибавляют. Думать об этом не хочется. Теплый воздух, теплый свет — все способствует душевному спокойствию и равновесию. Такому, что не сравнить больше ни с чем. Этот день в летнем лагере почти не отличается от всех остальных в смене. Те же юношеские голоса, раздающиеся едва ли не с каждого уголка лагерной территории. Тот же веселый смех, аромат теплой манной каши с молоком по утрам и запах сдобных булочек к полднику. Ты ничего не ждешь, ни о чем не беспокоишься, лишь приятно проводишь время, сосредоточившись на настоящем. Прошлое и будущее, оно не здесь, оно где-то там, за пределами, где жизнь бурлит яркими, приятными и не очень красками. Нет никаких проблем, срочных задач, тревоги. Все это позже, не сейчас. Сейчас только какофония сверчков, пониженный голос вожатых, которые просят не будить поварих да воспитательниц, гитара у парнишек, которые успели выучить лишь несколько аккордов, и девочка, чьи русые волосы отдают рыжиной, отраженные от небольшого костра. Она, как завороженная, смотрит на стройные яркие всполохи, наслаждаясь их красотой и безмятежностью обстановки. Девчушка не замечает, что почти каждый парень вокруг восхищен точно не костром или чьим-то пением, а ею. Они то и дело бросают взгляд на спокойное, вплоть до безразличия ко всему вокруг, приятное личико. И дело не в том, что ее привлекательность была настолько неоспорима и стандартно идеальна. Нет. Дело в том, что она не из тех, кто самый громкий, а та, кто при фразе «Смотри, здесь звезда» смотрит на небо, а не ищет, какой вдруг блогер или инстаграм-модель вдруг оказались в поле зрения. Один парень выглядел увлеченным ею сильнее других, и ему даже в голову не приходило, что это может оказаться взаимным. Если бы не этот вечер, все так бы для него и было. Ты тоже устал от шума? Да, я заметила, что идешь следом. Шумный у тебя шаг. Со мной ничего бы не случилось по пути до комнаты, но это довольно милый поступок. Спать? Нет. Я думала почитать или просто отдохнуть. Захотелось немного уйти от шума. Прогуляться? Почему бы и нет? Сегодня как раз... Так ты знаешь? Да, полнолуние. Я думала, парни на такое внимание не обращают. На самом деле, оно уже закончилось. Ведь полная фаза длится доли секунды. А для нас, наблюдателей с такого дальнего расстояния и с такими несовершенными органами зрения, Луна кажется идеально круглой несколько дней. А совсем недавно
было лунное затмение. С нашей стороны света его не было видно, но зато говорят, что оно привлекает много магии. Кто-то усердно гадает, кто-то предостерегается от проблем оберегами, а кто-то просто... Прости, наверное, тебе не слишком интересно об этом слушать. О чем ты хочешь поговорить? Не стесняйся. Я уверена, что ты много знаешь. Просто не привык, что тебя слушают. Тоже о небе? Давай. Как раз такое настроение. Хочется какой-то мистики. Может даже помечтать. Я тоже слышала, что луну в затмении называют кровавой. Ведь она не становится невидимой, а из-за физических свойств света становится красноватой. Я однажды видела красную луну. Даже сфотографировала. Ты знал, что когда она заходит за горизонт, то кажется все больше, а цвет темнее? Сначала белесый, потом все желтее, пока не дойдет до оранжевого, а там уже и красный. Одновременно страшно и завораживающе. Особенно тогда, когда пытаюсь представить, кто еще смотрит на нее сейчас, одновременно со мной. Хочется узнать, о чем они думают. Настолько же для них привлекательно зрелище, как для меня. И, кажется, благодаря тебе, сегодня я могу получить ответ на этот вопрос. Я еще ни разу не смотрела на небо вместе с кем-то. Мне кажется, ты именно такой человек, для кого это не покажется глупым или слишком сентиментальным и детским. О чем ты думаешь, когда видишь большую-большую луну прямо над головой, что достаточно ярка, чтобы освещать наши лица, хотя солнце давно зашло? Красивое сравнение. Мне нравится. Так смотрелся бы свет льда и зимней стужи, если бы они могли его излучать. Ты, наверное, много читаешь, если умеешь так красиво говорить. Я догадывалась, что ты другой. Не такой, как многие. Нет, не потому что они плохие или хуже. Просто ты похож на меня. Я давно тебя приметила. Наблюдала, как ведешь себя в разных ситуациях. Впечатлилась, но ничего не делала. Не знаю, просто не могла. Что? Ты делал то же самое? Так можно начать верить в судьбу. А ты веришь в нее? Я слышала интересную мысль, что если судьба существует, казались бы нам невероятными совпадения. Старались бы мы произвести впечатление, ездили бы мы через множество стран к тем самым людям. Не доставляет ли самое большое наслаждение осознание того, что все в наших руках? Думаю, что судьба существует, но лишь как инструмент, что позволяет выбрать, воспользоваться ли предложением. Ох, прости, я отвлеклась. В
твоих глазах так красиво отражается небо. Как будто с самой чудесной картинки. В городе звезды не бывают настолько яркими, как где-нибудь в области. Я словно вижу их все сквозь тебя. Прости, если смутила. Интересно, а если бы мы так и не поговорили? Помнили бы друг друга, а потом много лет спустя? Сказать сложно. И если да, это грустно. Если нет, то тоже. У каждого есть история из детства о первой любви. Взаимной или невзаимной. Прости, если я слишком гружу. Начиталась книжек, теперь слишком много думаю. Иногда даже слегка завидую тем, у кого в голове очень легко, а мысли лишь в одном моменте. Я так не могу. М? Тебе именно это и понравилось во мне? А говорят, что как в сказках не бывает. Тогда почему сейчас все на них похоже, а дыхание захватывает? Разве что про бабочек в животе неправда. Ощущение вовсе не похоже на бабочек. Скорее на... Ой, не буду говорить сейчас, чтобы не разрушить все атмосферы. Там, кажется, кто-то идет. Давай сюда, за дерево. Замерзла? Да вроде нет. Почему тогда дрожу? Ну... Твой способ согревания не самый типичный. Это пингвины так делают. Прижимаются друг к другу толпой, чтобы не выпускать тепло. Только нас не толпа, а всего двое. А вокруг не лед и стужа, а зной и вечерний лесной шум. Так даже лучше. Щекотно. От твоего дыхания по коже бегут мурашки. Так забавно. Прячемся за большим стволом дерева. Мне нравится. Этот вечер мог закончиться гораздо скучнее, если бы ты не пошел за мной. А ведь вначале я хотела тебя отчитать. Но это пока не знала, кто именно сделал это. Ну ладно, я не хочу тебя смущать. Мне и самой приходится дышать через раз. Слушай, завтра танцы. М? Конечно, я пойду с тобой. Быстро ты понял намек. Наверное, мне будут завидовать другие девочки, что мы пришли вместе. Ой, ты слышал? Нас, кажется, потеряли вожатые. Давай скажем, что искали мою сережку. Возьми ее, будто я ее еще не нашла, и приди чуть позже меня. А там уже придумаем, что сказать. Надеюсь, ты сядешь поближе. А, вот он.
Так ты нашел мою сережку? Спасибо. Я уже боялась, что придется потом ехать домой без нее. Она дорога мне как память. Еще раз простите, что заставили волноваться. Мы так больше не будем. Они хотят, чтобы ты сыграл на гитаре. Неправда. Я слышала, как у тебя хорошо получается. Мы должны загладить свою вину перед ними. Не бойся. Сыграешь, если я спою? Супер. Давай попробуем.